Я Алексей Ермолаев, я ведущий научный сотрудник Института глазных болезней Российской академии наук. Я занимаюсь диагностикой, я занимаюсь их лечением, я оперирую тяжелые формы глауком. И кроме этого я занимаюсь научной работой и педагогической деятельностью. Я хочу поговорить о таком заболевании тяжелом, как глаукома. Дело в том, что это заболевание, которое поражает зрительный нерв, и в результате развития этого заболевания на фоне повышенного давления нерв постепенно атрофируется, и человек постепенно слепнет. Но особенность процесса здесь такая, что слепота подходит с периферии. Начинается ухудшаться поле зрения, и постепенно оно сужается, и в какой-то момент оно может быть примерно такое, как если... Представьте, что вы смотрите через журнал, свернутый в трубку, и видите только то, что внутри журнала. А потом в какой-то момент зрение полностью исчезает. Дело в том, что существует проблема ранней диагностики глаукомы. Это бывает очень редко, потому что человек, у которого начинается глаукома, не замечает ее начала. У него ничего не болит, его ничего не беспокоит, только постепенно у него начинает сужаться поле зрения, в то время как четкость зрения у него остается высокой до последнего момента. Очень важный способ диагностики глаукомы, особенно ранней диагностики глаукомы, это исследование состояния поля зрения. Дело в том, что при этих изменениях в поле зрения будут появляться какие-то дефекты, которые могут быть обнаружены при помощи соответствующего прибора, который называется периметр. Для ранней диагностики глаукомы мы с коллегами создали и запатентовали прибор, который представляет из себя анализатор поля зрения, интегрированный в шлем виртуальной реальности. Это не простой шлем из тех, которые могут быть куплены для игр, а это специально созданный дизайн шлема с соответствующей эргономикой, который позволяет его использовать в медицинских целях. Включается соответствующая программа, на человека одевается шлем, он фиксируется, приспосабливается к голове пациента, а в руку ему дается кнопка обратной связи, такая же, как на большинстве анализаторов поля зрения, которые существуют в стационарном варианте. После того, как начинает работать программа, человек должен смотреть постоянно в одну точку, в точку фиксации, и с боков поля зрения у него начинают появляться различные световые стимулы, на которые он должен отвечать нажатием кнопки. В отличие от обычных периметров стационарных, которые используются, мы, благодаря тому, что мы используем жидкокристаллический экран с высоким разрешением, можем менять вариант предъявляемых стимулов так, как нам хочется, фактически повторяя все самые последние достижения в этой сфере. Одно из главных положительных качеств этого прибора – то, что он компактный, мобильный и портативный. И фактически может быть помещен в кейс маленького размера, который легко умещается на заднем сидении или в багажнике легкового автомобиля. Благодаря этому доктор может брать его с собой на выезд, может брать его с собой куда-то в отдаленную поездку. Он может быть использован в различных бригадах, которые занимаются диспансеризацией. И что очень важно, и что является сейчас в настоящий момент крайне востребованным и постоянно развивается, это может быть использован при осуществлении различных телемедицинских проектов. Когда бригада выезжает куда-то в отдаленный район и там проводит исследования пациентов. Причем из-за того, что информация может быть оцифрована, зашифрована и передана дистантно куда-то в другое место, выезжать может не доктор, а выезжать может просто лаборант или медсестра, которая должна грамотно провести исследование, грамотно одеть шлем, грамотно включить программу. И после этого этот сигнал будет отправлен куда-то на центральный пул, там, где сидит специалист, который будет расшифровывать полученные результаты и на основании этого давать свои рекомендации. Мы используем здесь систему
блокчейнов, так называемых, то есть такого шифрования информации, которое позволяет прочитывать эту информацию только тем, для кого она предназначена. Что объединяет наши страны, страны БРИКС? Это то, что это все страны с большими-большими территориями, где во многих случаях расстояние от специалиста, который мог бы диагностировать глаукому, до конкретных людей, которые живут где-то в деревнях или маленьких городках, может быть очень-очень-очень большое. Это и в России с ее огромными просторами, и в Китае, и в Бразилии, и в Индии. Это могут быть очень большие расстояния, и человеку крайне сложно своевременно прийти на обследование и для того, чтобы ему поставили диагноз.